Начало нашей поездки в Албанию. Я тут один, кто в 9 утра пиво пьет. Летим через Италию, поэтому вначале будет немного Латвии и Италии. Уже какие-то барики, ресторанчики есть. Ну что, водичка теплая, соленая. How much? Вот и начинается наша поездочка. Начинаем с автобуса, едем в Ригу. Вот мы в аэропорту. Сейчас посмотрим, куда сдать чемоданчик. Пойдем погулять в город. Тут все это бесплатно. Нам повезло. Зашли тут в торговый центр. Здесь такие рыбки плавают. Зашли перекусить в Лидо. Это все 36 евро. У нас тут наггетсы, картошка, рыба, еще рыба, картошка, соус, еще рыба, супчик, пивас и квас. Что, двинем мы, наверное, в аэропорт. Сядем на бесплатный автобус и вернемся назад. Какой-то праздник, и автобусы все бесплатные. Ждем самолет. Наши спят. Все выспались, один я не спал. Вот мы и в Италии. Здесь у нас второй самолет, но его надо немножко подождать. Наверное, прокатимся в город. Это мы идем по Тревизо. Здесь такая галерея тут какая-то. Мы идем по какому-то старому городу. Все закрыто, время 8:30. Мне кажется, какой-то такой типичный итальянский городок маленький. Просто мостовые, каменные, ничего не работает. Наконец-то мы зашли в кафешку, да? Да, я давно хотела есть. Посмотрим, что нам принесут в итальянских кафешке. Я тут один, кто в 9 утра пиво пьет. Но для меня еще вчерашний день продолжается. Ну что, за 3 булочки, кофе, сок и пиво нас взяли 13 евро. 70 центов еще. Ну тут в самом центре старой вот этой Тревизо. Тревизо называется вроде. Наверное, мы заплатили за старость города в том числе. Но здесь вообще вот кругом колонны. Пол такой просто отполированный. Похоже, он давно здесь лежит. А вот и фонтанчик. А тут холодненькая водичка. Здесь вот ведерко. Здесь написано, что год 1590, наверное, постройки дома этого. Ставинки такие. Это, похоже, дымоход. Опять ставинки. Какой фонарь здесь. А здесь фонтанчик.
А это я даже не знаю, что это, какая-то пепельница или что-то. Курильница. Курильница. И вот оно идет в колодец. Уже не открывается. С 1305 года, что ли, работала. Ну, городок вообще прикольный, как если взять. Тут просто узкие улочки, все в таких. Это вот какой-то дворик он просто зашел с фонтанчиком. Вообще похоже очень такой красивый городок. Повернуть нужно туда. Похоже, вот центр, вот эта площадь, и есть центр этого городка. А, вот часы бьют они. Здесь вот пиццерия, менты стоят, банки. Что вы там увидели? Опять Кити. Это первый вид. Телевизор. Статуя свободы. Да. Как? Но это статуя, похожая на статую свободы. Не знаю. Оливка. Ну что, Прекрасная Италия. молодцы, что приехали в Италию. Карбонара в Италии выглядит вот так. А вот так вот общественный транспорт работает в Италии. Просто написано, как покупать билет. То есть ты не можешь просто картой там повезти где-то. Тебе нужно куда-то там что-то заходить, что-то делать. Потом вот это вот карта. А это вот какой автобус останавливается. Никаких там минуток, сколько до автобуса, где расписание, ничего, просто. Около аэропорта были минутки, но тут в городе нету. Ну, мы не в Риме, конечно, но цивилизация до Италии еще пока не дошла. Вообще весь город такой. Канал идет. Такое чувство, что весь старый город по периметру идет канал такой. И старая стена такая, как крепость. Наверное, это ров был, честно, я не знаю. Сейчас это выглядит как красивый канал вокруг крепости. Да.
свидания, Италия. Здравствуй, Албания. Мы летим к тебе. Ну все, мы наконец-то вылетаем в Тирану. Долго нас тут мурыжили в этом аэропорту. И здесь еще будем опять стоять, походу. Вот и Албания. Так, тут нас должен ждать человек. Вот мы наконец в Тиране. А вот и он. Все нормально, встретил нас мужичок. Сейчас поедем облюру. 2 часа где-то ехать. Едем. Человек не говорит по-английски, по-итальянски говорит и по-албански. Ну как-то разбираться. Вот так у нас тут. В нашем первом остановочном месте. Город Влёра. Ох, лепота. Тяжело было, конечно, добираться, но вот мы добрались и готовы к нашему отпуску. Мы когда вчера приехали вечером, здесь было просто не пройти, не проехать. Вот по этой улице, по берегу люди шли просто как будто с концерта. Все рестораны забиты, все, короче, машины не проехать. Я не знаю, у них там такой круг, когда съезжаешь с круга, там одна полоса. Круг как бы, ну, без всяких там разграничений, просто все прутся со всех сторон. Им надо именно в эту полосу, которая идет к морю. Уже какие-то барики, ресторанчики есть. Мы еще пока никуда не ходили. Какая здесь улочка. Сейчас найдем магазин. В каждом углу какие-то рестораны. Маркет Фредди. Вот так выглядит магазин. Перед магазином обычно фрукты, овощи. И там большая лавка. Не было зубных щеток для детей, которые мы забыли в Эстонии. Примерно вот так вот это выглядит. Цены в леках. Пойдем посмотрим, сколько стоит пивас. Здесь много сыров всяких. 350 это 3,50. Делим на 100, примерно так. Ну, мясо тут как бы вот такое. Довольно оно непривлекательное выглядит. Так вот, пиво 130, 89 есть. 140 пол-литра,
евро 40, значит. Палладор 189. Но этот магазин, он типа немножко тут цены подкручены наверх. Он стоит прямо на дороге на этом. Он стоит прямо на этом туристическом променаде. И здесь вечером просто толпы, не протолкнуться. Так, а мы сейчас пойдем возьмем зубную щетку. В этом магазине уже есть миллион разных щеток. И, наверное, есть и детская. Вот, детская 3,49. Так, вот цены на кофе. Делим на 100, это евро. Мы хотим дома выпить по чашечке кофе, а там уже пойдем дальше. Кофе, естественно, дома нету. Ни чая, ни кофе, ничего. Так, ну что, сходил в магаз, взял водичку, кофе, зубные щетки, заплатил 11 евро. Сейчас пойдем попьем кофейку дома и на пляж. Посмотрим, что у нас тут. Предлагаю. Вот здесь мы живем. Заворачиваем. Народ уже везде как бы завтракает. Похоже, по магазинам смысла особенно нет ходить, потому что просто где-то остановиться позавтракать и тащить это все домой из магазина. По деньгам то же самое, потому что в магазинах цены завинчены. Туристическая это. Лучше отойти куда-нибудь немножко в сторонку и зайти в рестик. Интересно, сколько здесь вообще вот кофе стоит попить. Наверное, небольшие деньги. Вот так мы идем. И вот здесь вот там на самом верху мы и живем. Сейчас еще покажу квест с лифтом. В общем, заходим. Вчера мы когда вечером заселялись, это было довольно такое непонятно, что делать. Чип такой прикладываешь и вызываешь лифт. Ну, что-то, наверное, сделано, чтобы не ездили всякие, как говорится. А только те, у кого есть чип. И здесь, соответственно, то же самое. Берем, прикладываем и нажимаем этаж. И в теории... Все погасло. Что не то сделал? Теория и практики немножко по-разному. Так, прикладываем, нажимаем 8. О, сработало. Приложил чип, пикнуло, нажал кнопку. А не так, как я. Давай там нажимать все вместе сразу. Вот мы едем. Лифт идет до 8 этажа, а мы живем на 9. Я так подозреваю, что 9 этаж был просто потом пристроен. Это мое предположение. Не основанное ни на каких данных. Здесь такой вход. Надо нажать кнопочку. Здесь уже апартаменты идут. 2, 3, 4, 5. Наша 5-я.
Так, вот такие у нас апартаменты. Забуканные в WhatsApp. Здесь у меня жарятся колбаски. Здесь у нас спальня. И выход на балкон. Ту-ду. И, соответственно, туда. Вот туда возвращаемся во вторую комнату. Вот. Ну, как так. 100 евро ночь. Наверное, на самом деле он так, наверное, и стоит на берегу моря. Ну, здесь прям жара, да? Жарко? Я одел и кепку, и солнечные очки, потому что припекает. Не знаю, сколько сейчас надо смотреть градусов. Полиция. Дорожка здесь вот такая, заворачивает. Сейчас пойдем по набережной, там, наверное, будет получше. Здесь у нас, к сожалению, только один день. Едем дальше. Так что сейчас попробуем выбрать какое-нибудь получше место. И попробуем Албанское море искупнуться. Это Влёра, Албания. 19 августа 2025 года. Начинаются люди со своими зонтиками. Здесь лежачки. Пляж Публик. Башкия Влёра. Там просто зонтики, нету лежаков. Зонтики с крышей. Круг за 8 евро и 2 полотенца с надписью «Албания». Я хочу есть. Это мой. Нам порекомендовали отсюда немножко отъехать, а то здесь, типа, говорят, много туристов. И самые красивые пляжи немножко подальше отъехать, и там будет, как бы, ну, нормально. Что сами они говорят, что здесь, как бы, так, типа, ну, я с продавщицами там поговорил. Ну, не знаю, мы, наверное, сначала зайдем здесь куда-нибудь. И после обеда, может быть, доедем тогда до того пляжа, куда нам порекомендовали доехать. Взяли мы лежачок, просто первый попавшийся зашли. Это пляж от отеля, но мы договорились с человеком за 5 евро. Вот так вот это выглядит. Море такое тут. Мелкое довольно-таки. Сейчас, наверное, схожу в магазин за прохладительными напитками. У нас не отель, поэтому самому приходится бегать. Я еще не привык с этим микрофоном. Теперь я когда разделся, мне его некуда прилеплять. Я еще не уверен, что он пишет. Есть и свои плюсы, что ты не в отеле. Взял, поехал куда хочешь. Захотел здесь, захотел там. Смотришь сам, что по ценам, где что, как, нравится, не нравится. Пошел дальше. Ну что, водичка теплая, соленая. Это еще, по-моему, как оно называется-то? Блин, забыл, как море называется. Короче, не ионическое. В Албании 2 моря. Ионическое и которое выше. Адриатическое.
Вот. Вспомнил. Ну, здесь Албания, здесь такое еще. Инфраструктура. Не, отели уже понастроили, магазинов полно, ресторанов вообще просто не знаю сколько. Но немножко есть с чистотой как бы проблем. Ну, бывает, валяются тут какие-то бумажки, мусор. Такое. Что у нас? Пару пив, пару соков. Ну, такие лавки здесь. Мини-маркеты. Такая вот у них тут велосипедно-мопедная дорожка есть. А вот почему здесь нельзя летать на дроне. Как говорится, молодцы, что приехали. Честно говоря, я даже не ожидал, что это будет классно вот это, на Вавлёре. Первый день вообще, нам очень нравится. Море просто как теплее, чем воздух. Может быть, потому что ветер. Оттуда вообще вылезать даже ребенок и не вылезает. Тут как бы песок горячий, ноги жжет там и все. Там в воде плещешься. Конечно, мне приходится бегать за пивом в магазин. Единственный минус. Тут вообще, короче, супер классно. Вот сейчас волны пошли. Так, ребенок на волнах там, короче, плещется, и ничего другого и не надо. Уже несколько человек подходило, предлагало купить парфюм здесь на пляжу. Я вот не понимаю, может им куда-то написать письмо, может опубликовать какие-нибудь, не знаю. Люди на пляжу хотят, не знаю, мороженого, пива. Зачем мне парфюм на пляжу? Ковбой Мальборо. Никогда не пробовал кукурузу на пляжу, но всегда видел, что ее продают почему-то. Мороженое не продают, пиво не продают, а кукурузу продают. Сейчас попробуем. How much? Вон? 2 евро, в общем. 150 этих леков, но у меня нет 150. Ковбой Мальборо пожарит нам сейчас. В общем, да, пробуем кукурузу на пляжу. Ну, не знаю. А мне нравится. С пивом пойдет. Албанцы все куда-то уходили, наверное, на обед. И вот сейчас стали возвращаться. Мы, наверное, тоже сейчас пойдем с концами отсюда. Попробуем другой какой-нибудь пляж. В Вавлёре у нас все, собственно, один день вот этот вот. Завтра уже едем дальше. На обратном пути мы опять в Вавлёру заедем. Когда еще тут побудем. Ну, вообще Вавлёра нам понравилось. Очень классно. Мы даже уже думаем, а зачем нам ехать дальше? Как бы. Здесь как бы вообще отлично. Зашли в какой-то гриль.
Вот цены на пиво. Вот корка 3. Но это, наверное, маленькая. Есть 4. Это, наверное, разливное с этого. С бочки. Вот пол-литра 4 евро. А 0,25 2,50. А еда... Вот какой-то врап. Это 5,20 евро получается. Ну, тут какие-то вот бургеры. Хот-дог 3,50. Сандвич. Ну, я думаю, я возьму что-нибудь типа вот такого. Порк 9 с чикеном 8,50. Да, ну такой типа... Кебаб какой-то. Чикен кебаб с бейком. Малкомери, да? Какая-то. Филе топуле какое-то. И есть такой микс на нескольких людей. Но у нас людей нету, и мы не супер сильно голодные. Хотя я видел, там людям принесли на 4, там вообще такая тарелочка почти. Ну вот что мы получили за не знаю сколько, потом скажу сколько. Ну, вот это 8,50 вот это вот. И это сколько стоило? 5,60. О, большие помидорами тут. Да. У меня тут все. А, так надо есть? Ну как вам? Вкусно. Ну что, будем пробовать? Как говорят в Албании, очень вкусные помидоры. Так, вот это вот половина помидора. Я думаю, что твое блюдо можно с собой. Куриный шашлычок. А выглядит тоже вот так вот. Еще лепешка какая-то. Это такая же, которую заворачивают. Называется «Мама барбекю». А вот наши пустые тарелки. А вот и чек. 2700 за все. 27 евро. Нашли такого льва с питьевой водой. Народ набирает бутылки просто. И моют ноги. Да. Я в нем просто окунулся вот так вот. Освежился. Пошел. Так, ну вот местный народ купается вот так вот.
нормально тут. Ага. Тоха, смотри, чтоб тебя не смыло. Смотри, чтоб тебя не смыло. Это вода вообще глупая. Это вода вообще. Петуха. Хорошо. Вот такой здесь пляж. В Авлере. Другой. Такой вот пляж. Здесь, ну, городской пляж такой, типа. Все здесь тусят, прямо на лестнице. Отдыхали, вдруг пошел дождь. Пробую так двумя, с одной ты ничего не распробуешь.